Здравствуйте, дорогие друзья! Это, пожалуй, последняя игровая подборка в уходящем году. И знаете, появилось очень много достойных проектов, так что каждый сможет что-нибудь найти на свой вкус и цвет. Кстати, в конце будут и неплохие бесплатные проекты. Освобождайте место на своих устройствах и устраивайтесь поудобнее, ведь у нас всегда есть во что поиграть. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Звание лучшей гонки уходящего года можно спокойно вручать детищу Codemasters, автосимулятору Grid Autosport. Полноценный порт консольной игры сможет раскачать абсолютно любое мобильное железо. Скажу даже больше, есть колоссальный зазор на будущее. Абсолютная хардкорность, лицензированные тачки, поддающиеся настройке, реальные трассы, умный искусственный интеллект, отличная физическая модель поведения авто и настоящее повреждение. Теперь машина — это не кусок бетона, способный на скорости 300 км в час въехать в борт и спокойно продолжить движение. Но есть три фактора, которые смогут сдержать любителя гонок от приобретения Grid. Чрезмерная хардкорность, реализованная за счет реалистичности, а на аркаде играть нету смысла, цена в $10 и слабое мобильное железо. Пока игрушка доступна только на iOS, но скоро появится на Android. Остальные нюансы я уже описал в нашем полноформатном обзоре. К просмотру обязательно. Как глоток свежего воздуха в App Store и Google Play появился новый, не побоюсь того сказать, шедевр Oddworld New and Tasty. Рецепт достойной игрушки прост и стар, как весь цифровой мир. Интересный интригующий сюжет, отснятый в виде отдельных роликов, увлекательный геймплей с основой завязанной на логике, приятный саундтрек и отсутствие встроенных покупок с рекламой. Да, лучше проголосовать монетой за годный проект, чем полоскать мозг рекламой или долбить одни и те же уровни, пока не выбьешь нужную плюшку. По сути, мы получили трехмерный платформер с интереснейшими логическими задачками. Мы это уже все видели, но важны мелочи, а их тут очень много. Уникальный мир, прикольные персонажи, система взаимодействия с рабами и преследуемые цели с затягивающим сюжетом. Огромный плюс проекта — полная русская локализация. И это не просто субтитры, а исчерпывающий перевод всего и вся, вплоть до табличек и баннеров. Немного доставляет дискомфорт управления. Оно информативное, но кнопок очень много, и постоянно приходится вспоминать, какая за что отвечает. Плюс тут есть свайпы. Так что будет очень круто, если у вас есть MFI контроллер. Oddworld New and Tasty — отличный представитель жанра. И мозги поразмять, и насладиться интересной историей. Довольно неплохую бесплатную MMORPG Warspire Online сложно назвать новинкой. Игрушка развивается порядком 9 лет. Но со свежим обновлением Дыхания Стужи Новый год становится как-то ближе. Для тех, кто ни разу не слышал о Warspire Online, поясняю. Кроссплатформенная, пиксельная, а соответственно и не требовательная к железу MMORPG с классическим геймплеем и открытым миром. PvP, подземельями и, конечно же, кучей квестов и разноплановой системой прокачки в продуманной ролевой составляющей. Главное преимущество этого проекта — огромная комьюнити с кучей реальных людей онлайн, регулярно обновляемый контент и хардкорность. Конечно же, присутствуют альянсы, битвы за территории и замки, а также арены с различными форматами боев. В свежем обновлении добавили праздничный остров с кучей аттракционов, квестов, событиями, жесткими боями и, конечно же, огромным количеством наград и сюрпризов. Вам даже доведется попытаться спасти праздник, сразившись с паладином Стужи и его полчищем. Снежный предел будет открыт до конца января, и попасть туда может любой желающий. Достаточно найти гонца в любом городе Аренара. А каждый игрок, зашедший в игру, получит вкусный подарок. Зима радует свежими качественными игровыми проектами. Платформер от Playhead после PlayStation, Xbox и ПК наконец-таки добрался и до мобильных платформ. А это идейное продолжение титулованного Limbo, с которым многие из вас наверняка знакомы. Это не мое заключение, а цитируемые слова разработчиков. Чем меня привлекают такого рода проекты? Во-первых, это интерактивное кино. Обратите внимание на то, что графика несколько замылена, но скорее всего это стилистический прием, чтобы сложилось впечатление, что вы смотрите кинокартину. Во-вторых,
сюжет не объясняется. Мальчик осуществляет побег, и нам в этом ему надо помочь. Но причины неизвестны, а помимо обычной концовки есть и секретная, доступная после выключения всех 14 спрятанных сфер. Весь процесс происходит в одной плоскости, а управление реализовано при помощи нескольких простых свайпов. Местами игрушка нагнетает скуку от однообразного бега, но это в основном в начале. Дальше много головоломок, красивые виды и искренние переживания за героя, а иногда и вовсе невероятный накал страстей, особенно когда находишься на волоске. Игра платная, но разработчики сначала дадут поиграть в бесплатную демку. Попробовать стоит хотя бы для того, чтобы увидеть концовку. Разработчики неплохо закрутили и сюжет, и The End. К ознакомлению рекомендую, тем более десяток минут дадут поиграть бесплатно. Как бы ни пытались разработчики The Sun завуалировать свое детище, это очередной сталкер-киллер, и по сути в этом нет ничего плохого. Но и хорошего тоже, потому как проект платный. Очередной неплохой шутер от первого лица в постапокалиптическом мире с кучей заданий, RPG-составляющей и невероятным количеством человека-часов прохождения. Поговорим о минусах, ведь игрушка попала в топ, а это значит, что на нее уже стоит обратить внимание. Не понравилось две вещи: реализация модели передвижения объектов, на здешние НПК и бездушные трупы без слез не взглянешь, а также разочаровал топорный интерфейс игры. Расположение отрисовка кнопок управления и меню оставляют желать лучшего. Убил и подход разработчиков к монетизации проекта. Он не бесплатен, но стоит, казалось бы, копеечные 15 рублей. Но в игре есть еще целая куча платных ништяков, ценник на которые может доходить до $20. В любом случае, если есть денежка, лучше обратить внимание на Radiation City, о котором я уже рассказывал в одной из подборок. По-моему, в 29-й. Стоит, конечно, дороже и требования к железу выше, зато сам проект куда качественнее. Если вы неравнодушны к Майнкрафт, хотя фиг вас чем переманишь. В общем, к различного рода песочницам, РПГ, экшенам и роуг жанрам и хочется попробовать что-нибудь новенькое, то обратите внимание на Portal Knights. Банальный сюжет повествует о разломе сказочного мира со всеми вытекающими. Чек-лист очевиден: починить то, что было поломано, и наказать игрушечное зло. Помимо сюжетного повествования есть оптимальная физика, приятную глазу графика, хорошо проработанная ролевая составляющая с крафтингом и огромная куча основных и второстепенных заданий. Схема прохождения довольно шаблонна. Открыли новую локацию, добыли ископаемые, погоняли зверинец, скрафтили шмотку и айда открывать новые территории. Все это дополняется сюжетными отрывками, строительством и боссами. Самое вкусное — кооперативный режим прохождения для 4 человек. Конечно, хотелось бы увидеть полноценный мультиплеер, но увы. Игрушка в целом получилась слаженная, но платная, зато без доната и рекламы. И не с такой убогой графикой, как в Майнкрафт. Ух, сейчас меня разорвут в комментариях. История второй части Legacy, а в первую я, признаться, не играл, начинается с начала поиска брата. И, конечно же, по иронии судьбы, он пропал. Нет, не в виноводочном магазине, а в какой-то древней пирамиде с порталом. С этих пор мы и начинаем наше увлекательное путешествие в трехмерном пошаговом пазле. Игрушка с ее пошаговостью, взаимодействием с окружением и принципом решения загадок довольно сильно напоминает шикарнейшую трилогию The Room. Здесь, конечно, всего поменьше, да и все попроще, но играть не менее увлекательно. Задачки достаточно интересны. Сюжетная подача ведется также через записки. Конечно, графическая составляющая слабовата, и уже повидавшему многое геймеру захочется большего. К недостаткам также стоит отнести отсутствие русской локализации. Разработчики частенько не запариваются по этому вопросу. Но даже если со словарем Винихферштейн в английском, ничего страшного. Играть можно и без переводчика. Любителям пораскинуть мозгами и проявить чудеса логики скачивать обязательно. Довольно качественный квест Reigns обзавелся преемником, кардинальное отличие в котором теперь мы будем играть не за короля, а за королеву. Несмотря на столь незначительную мелочь, меняется вся стратегия правления, а точнее сказать выживания, ибо, как известно, в средневековом королевстве знать жила довольно немного. Оказалось бы, незначительная ошибка или немилость со стороны даже одной из 4 фракций может привести к скорому появлению второго четырехзначного числа на надгробном камне. Постарайтесь как можно дольше продержать баланс между силами королевства. Казалось бы, есть всего 2 решения на возникшую проблему, но за отсутствием политического и личного опыта, а также недальновидности, вы будете стремительно менять вероятность не в свою сторону. В новой части появился мистический инвентарь с поиском и прокачкой 5 предметов, которые могут здорово выручить. Не забывайте проходить королевские испытания, открывая новые карты и меняя ход истории. Для тех, кто любит подумать, игрушка просто огонь, очень качественная и продуманная. Разумеется,
разумеется, без экшена. Вместо очередного раннера лучше доверить сжигание времени аркаде типа Топлюва. Название, конечно, подобрали прям по всем канонам маркетинга. В общем, зимой самое время кататься на лыжах. На протяжении 45 локаций, расположенных на 8 горах, игрушка будет проверять вашу реакцию. Несколько видов свайпов, куча флажков, которые нужно объехать, и неумолимо тикающий таймер. Вот основа геймплея нашего обозреваемого. Пройти каждый участок с золотом удастся далеко не многим. В погоне за рекордом игрушка невероятно затягивает, и время летит незаметно. Перед запуском не забудьте отключить интернет, чтобы проект не докучал рекламой. Зато весело, во многом благодаря бодрой музычке и бесплатно. Главное грамотно выбрать направление, четко проехать, коснувшись флажка, вовремя ускориться и не выехать за пределы локации. Проверить меткость и ловкость можно в игре Hoop Shoot. Тут необходимо набрасывать кольца на палки, которые будут поначалу просто находиться в разных местах уровня на различных расстояниях, а уже затем все это дело усложнится динамическими объектами, которые в разы повысят хардкорность. Просчитывать необходимо не только направление, но и силу броска. А еще это делать нужно на упреждение, в случае с динамическими мишенями. Количество попыток строго ограничено. Собрать все 3 звезды на каждом уровне будет достаточно сложно. Есть еще один важный нюанс. Очко засчитывается только тогда, когда кольцо дотронется до его основания, а это происходит далеко не всегда. А еще есть необходимость собирать кристаллы, так что если ты смелый, ловкий, умелый, Hoop Shoot тебя зовет. На этом все. Буду надеяться, что вы не зря потратили свое время и нашли какую-нибудь достойную игрушку, для того чтобы расслабиться в свободную минутку. Не забудьте поддержать наш ресурс большим пальцем вверх. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.